Как же я ненавижу и обожаю чохохбили. Сейчас расскажу почему. Но для начала скажу вам, что на ютубе оригинальных чохохбили рецептов я не видел. Во-первых, потому что хохоби это типа фазан, оригинальная чохохбили делается из фазана. Во-вторых, ни на каком масле там ничего не обжаривается, то есть обжаривается на жирах самого фазана, так называемое сухое обжаривание. И в-третьих, никакой воды, никакого бульона не добавляется. Весь сок идет из томатов и лука. То есть то, что вы видите сейчас на ютубе, что там все поливают бульонами, водой там заливают, тушат и так далее, это не оригинальные рецепты. Поэтому сразу говорю, мой рецепт тоже не оригинальный. За что я ненавижу чохохбили? За то, что всю мою жизнь моя мама готовила чохохбили из так называемых чохохбильных наборов. И эти наборы всегда состояли из каких-то дробленых костей. Тупым топором на колоде мясник разрубал курицу как придется на непонятные куски, дробя кости там, где не надо. И начиняя мясо огромным количеством осколков, которые ты потом пытался как-то объедать, выедать, и это портило весь кайф. Я ненавижу осколки костей в чохохбили. Но за что я обожаю чохохбили? Это за то, что даже на следующий день, особенно на следующий день, когда остатки блюда остывают, вот этот лук с бульоном карамелизированный, он загущается и превращается в божественную желешку, которую я всю жизнь с детства обожал брать вилочкой, даже без мяса. Даже без мяса, просто вот этот лучок с желешкой кладешь на хлеб, и это тает во рту. За это я обожаю чохохбили, за этот вкус, за вот эту вот желешку. И вы уловили несоответствие. Друже, ты ненавидишь кости в чохохбили, но желешка-то, наваристость, получается из костей, друже. Что-то здесь не сходится. Правильно, я что сделаю? Я возьму и срежу все вот эти вот позвонки непонятные. Я удалю все косточки, все остатки каких-то хрящей, которые я смогу найти. Более того, я вырежу все кости, которые смогу найти. И потом, вырезав все вот эти вот штуки, я из них сварю бульон. Если же вы не хотите так запариваться, берите мясо бедра без кожи. А для того, чтобы вот этот обжаристый, обжаренный вкус и густота были, берите бульон. Вот такой лоток, с которого дофигища бульона нажористого можно наварить с шеями, стоит всего лишь около 50 рублей. Это стоит того, это выводит блюдо на другой уровень. Кости, шеи, всякая вот эта вот фигня идет сюда. И с этого всего мы вынем вкус. А вот это у нас просто обжарится. То есть в итоге мы получаем мякоть бедра, то есть серое мясо, сочное, нежное, великолепное, которое мы можем обжаривать, но не теряем вкуса и нажористости, и навара от косточки. Просто все косточки, можно даже суповой набор докупить, мы варим бульон из них отдельно. Таким образом мы получаем в чохохбили, я получаю то, что я обожаю, наваристость и густоту, нажористость. И не получаю то, что ненавижу, копаться, ковыряться с костями или, не дай бог, с рубленными костями. Бульону из куриных костей нужно вариться часа 2, просто добавим туда лаврушечки, можно душистого перца. Ставим на огонь, пускай 2 часа бурлит, потом уварим еще. А мясо бедер я зачищаю от лишнего жира, потому что, ну, как бы, он тут есть, но мне вот, как бы... Короче, я вот это вот есть не хочу, понятно? Я хочу есть мясо филе бедра, вот и все. Вы делаете как хотите сами. Но опять же, народ, претендование на какую-то оригинальность, как я уже сказал, у нас тут не фазан, не сухое обжаривание, и все-таки будет бульон. Поэтому на аутентичность не претендуем. Вот на такие кусочки режем. Жарить эти кусочки мяса можно в кастрюле, можно на сковородке, можно, конечно, попытаться сделать сухое обжаривание, потому что тут все-таки есть кусочки жира. Но идеально, великолепно подойдет вот такая вот жаровня от нашего сегодняшнего спонсора Биол. Это чугунная жаровня, в которой можно хоть гуляш сделать, хоть суп, хоть яичницу пожарить. То есть она как бы и полукастрюля, и полусковородка. То есть на кухне это одна из самых удобных штуковин. При этом у чугуна есть два профита. Первый профит — чугун вечный. Вот эту штуку, купив у Биола, на ней будут жарить мясцо еще ваши правнуки.
И второе, идеальное распространение жара. Чугун очень теплопроводный и очень теплоемкий. То есть не будет такого, если вы жарите на чугуне, что у вас вот по центру что-то сгорело, а по бокам сырое. Нет, даже на обычной комфорке на чугуне получается просто божественно пожарить все равномерно. Также тут есть силиконовые ручечки для того, чтобы браться даже когда блюдо горячее, не бегая за прихватками. В честь Черной пятницы у Биола будут скидки до 40%. И кого не устраивает вот такой диаметр вот таких жаровин бывает у Биола до 50 сантиметров, до полуметра, огромные фиговины. Короче, проходим по ссылочке в описании, покупаем себе чугунные жаровни от Биола. Ну а овощи мы пожарим тоже на Биоле, но на антипригарном. Да, я знаю, что в оригинале там сухое обжаривание, то есть вообще без масла, но у нас сейчас доступ к маслу есть, и с ним просто вкуснее и жарить легче. Поэтому жарим на сливочном с добавлением растительного маслица. Кстати, вам, наверное, может показаться, что мяса слишком много, и оно сюда не влезет. Но вы только зацените, как оно усаживается во время жарки. Кстати, у чугуна есть еще два профита. Он работает прекрасно с любыми индукциями. И второе, ему вообще наплевать, как вы его колупаете. Это не антипригар. Собственно, вы видели таймлапсик. Казалось бы, ну как же мы это обжарим? Куча мяса в такой небольшой сковородочке. Это слишком много мяса. Но оно уседает на 20%, съеживается и прекрасно влезает. По мясу понятно, просто задаем корочку, бульон делается и упаривается, выпаривается. Там на фоне стоит на плите, чтобы не тратить газовые баллоны. Так вот, что по овощам? Лук. Лук — это, пожалуй, один из главных ингредиентов чохохбили. И здесь есть одно простое правило. Возьми столько лука, сколько тебе кажется хватит, и потом возьми в 2 раза больше. В принципе, лук можно добавить уже туда к мясу, но я пожарю его отдельно, потому что я предпочитаю, чтобы лук был, ну обычно, знаете, его просто добавляют, и вот в оригинальном рецепте на этом соке из лука, лук как бы он из воды состоит в основном, на нем все и жарится. Но мне офигенно нравится, когда в чохохбили поджаренный лучок, не совсем карамелизованный, там коричневый, но слегка золотистый, то есть есть привкус вот этого вот золотистого лука, а не просто варено-тушеный в куче бульона, ну вы поняли, так что я отдельно пожарю. Тем временем бульон готов и упаривается, нам нужно, чтобы его было меньше. Лук я буду жарить на сливочном масле с добавлением томатной пасты. Так, собственно, цвет и карамелизация проходят гораздо быстрее. Ну и вкуса добавится в наше чохохбили. Благодаря томатной пасте лук приобретает гораздо быстрее вот этот аромат и вкус жареного лука, но при этом не уседает до шкварок, то есть остается достаточно объемным, но все равно раза в 3 уседает, это понятно. Лук готов, мясо готово, что еще? Ну, само собой, помидоры. Да, кстати, многие на ютубе очищают помидоры от кожуры, ну то есть от кожицы. При этом они делают... Ладно, я не хочу никого обижать и не хочу ни на кого наезжать, одобряю любое творчество, но я иногда вижу, что люди оставляют в блюде какие-то там кости дробленые, да, но при этом там кожу какую-то куриную, которая то ли вареная, то ли что, но при этом они счищают тончайшую мягкую кожицу с помидоров, то есть это странновато. Мне кажется, либо уж забей вообще на все, либо тогда удали и кости оттуда, удали там любые осколочки костей, которые могли при рубке получиться, и кожу от помидоров. Либо забей вообще на все. Ну, ладно. У помидорок делаем вот такой вот крестовой надрез на попке. Вот так. И заливаем кипяточком на 1 минуту. Ну, собственно, он будет очищаться. Да, кстати, кто хочет повторить этот рецепт, четкие граммовки и инструкции, сколько чего брать с точностью до грамма, находятся по ссылочке в описании. Видео пересматривать не нужно, просто проходите, там в инстаграме пост, вот вы листаете, и там все 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если хотите повторить, все там написано с точностью до грамма. Спасибо. Просто заливаем кипятком и оставляем так на 1 минуту. Кстати, часто после этого советуют перекладывать, знаете, продукты залили кипятком, а потом сразу же перекладываем в эту чашку со льдом. Ну вот у какого процента моих подписчиков в морозилке есть лед?
Знаете, такой прям кусочками лед, причем достаточно много. Практически ни у кого. Народ, из-под крана просто холодной воды наберите. У воды такая теплоемкость и такая, собственно, теплоотдача, что она остужает все, что угодно. То есть проточная, прохладная вода остужает чуть ли не лучше, чем этот самый со льдом у вас там что-то будет плавать. Короче, не майтесь дурью. Короче, 60 секунд и все готово. Ну, кожица с таких помидорок после кипяточка снимается практически вот так вот самостоятельно. Вы поняли. Помидорки разрезаем на мелкие кубики, само собой, вот, ах ты, какой он гладкий, вычекрыжив вот эту вот плодоножку. Вот, ну и просто режем на кубики, кусочки, вот так, оп, 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 повернули и оп, 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 вот такие вот кусочечки. Бульон давно готов, я чисто по приколу проливаю его через бумажные салфетки, хотя здесь никакая чистота бульона, кристальность не нужна. Но я просто, у меня есть бумажные эти салфеточки, поэтому, чтобы не было никаких вкраплений, ничего лишнего, я вот так вот пролью. По мясу и овощичкам все понятно, а что же по специям? А здесь, друзья мои, начинается полная дичь. Некоторые в чохохбили, например, кладут перемолотые грецкие орехи. И у меня они даже есть, но я их класть не буду. Почему? Потому что грецкие орехи очень тяжело целиком очистить от вот этой шелухи, а она такая вяжуще-горчащая. И еще нужно пачкать блендер и перемалывать это, и все равно вот эти кусочки твердого орешка попадаются, мне это не нравится. Поэтому я говорю, здесь об оригинальности рецепта речь не идет с того момента, когда мы взяли не фазана. Вот, так что грецкие орехи я класть не буду. Кто-то кладет шафран, и он у меня, само собой, тоже есть, но я его класть тоже не буду. Мне кажется, что достаточно дорогостоящий шафран, его вкус вот по всей этой подливе с луком, с чесноком, с хмели-сунели просто растворяется и теряется. Но вы можете попробовать. Может быть, но опять же, это я тоже класть не буду. Также многие кладут базилик, и он, между прочим, у меня тоже присутствует, вот целый пучок. Мне лично привкус базилика почему-то напоминает уже, знаете, туда пицца, какая-то Испания, Италия, всякое такое, нифига не грузинское блюдо. Но базилик штука классная, можно, наверное, немножко положить. То есть оно к хмелям-сунелям добавит пряность. Короче, послушайте сюда. В базе это чеснок, хмели-сунели и кинза. Все. Остальное, ну, соль-перец, это понятно. Короче, а остальное, помимо этого, сами думайте, добавляйте, пробуйте, как хотите. И по остроте можете добавить туда хоть срирачу, хоть свой любимый острый соус. Я добавлю... Вы знаете, я даже пойду, как это, на поводу у профессионалов и добавлю туда целый перчик, а потом его достану. Посмотрим, будет ли остро. Хотя обычно я просто нарезаю перец мелко-мелко и сыплю, сколько считаю нужным. Ах да, еще одна штука, которую мне нравится, как она пахнет, какие ароматы, когда ее добавляют в хмели-сунели, это кориандр. Но я считаю, что людям, которые добавляют целые зерна кориандра, которые потом попадают на зуб в блюдо... Ладно, напишите в комментариях, что нужно делать с людьми, которые добавляют целые зерна кориандра в блюдо. Мне очень интересно будет почитать. Спасибо. Мы же немножечко кориандра просто вот сюда на свет я подвину, просто перемелим. Если кинза совсем не нравится, берите, само собой, петрушку. А можете взять 50 на 50 на самом деле. Окей, ладно, я добавлю вот так вот для пряности немножко базилика. Итак, все это в труху. Вот такая вот примерно консистенция и такой хороший пучок даже уже в перемолотом виде. Пахнет обалденно. Какое правило? Сухие специи, которые раскрываются в жире, раскрываются в бульоне, раскрываются в подливе, добавляйте когда угодно. Но свежие специи, от которых имеется в виду там чеснок, свеженарезанный базилик, кинза, вот всякое такое, добавляйте, это же можно назвать специи, ароматические травы. Короче, свежие травы добавляйте за
10 минут до готовности блюда. Иначе потом они становятся жухлыми и теряют вот эту вот всю тему, как будто, знаете, как будто пахнет летом, пахнет весной, какая свежесть. Вот это все уходит, если они час побурлят. А с сушеными специями наоборот, они чем дальше, тем больше они там перемешиваются и раскрываются. Кстати, чеснок тоже мелко режем или продавливаем через чеснокодавку, целую столовую ложечку возьму. Все готово, давайте собирать. К обжаренной курочке добавляем лук. Да, если что-то из того, что вы делали, уже остыло, это не имеет никакого значения. Добавляем жареный лучок. Чтобы все это дело не начинало пригорать, добавляем помидоры. Слышите? Они сочные. Все сушеные ингредиенты добавляем практически сразу. А это у нас, напоминаю, просто свежемолотый перец, пол чайной ложки свежемолотого кориандра и чайная ложечка хмели-сунели, ну такая, знаете, с микрогорочкой. Больше класть не надо. Да, кстати, многие умудряются делать все это в одной сковородке. То есть на подушку из лука кладут мясо. То есть сначала жарят мясо, потом его поднимают, кладут туда подушку из лука. Я советую вам, если вы не какой-то человек, который делает это 50-тысячный раз, не парьтесь с этим. То есть просто у вас же есть сковородка, пожарьте там лучок со всеми делами, а потом уже все перемешивайте. Мне кажется, что так просто проще. Не забываем про соль. Да, у меня в этой чашечке, если что, соль. Вы, наверное, заметили, что я в начале, когда мы все это жарили, все вот это вот там перемешивали, я ничего не солил. Почему? Потому что я хочу, то есть я ни лук не солил, ни мясо не солил. Я хочу в итоге посмотреть, сколько у меня продукта, а продукта у меня остается вот столько. И я вот на него сыплю соли, понимая, сколько мне нужно соли на такое количество продукта. А то, что оно просолится, гарантированно, потому что мы сейчас все равно бульоном это зальем. Вот так соли в самый раз. Это лучше, чем немного посолить лук при обжарке, немного посолить мясо, немного посолить что-то еще, а потом думать, оно там пересолено будет или нет. Вот финальный продукт посолили, зашибись. Все это дело мы перемешиваем и чувствуем, что, блин, конечно, классно, там помидоры, вот это, видите, вот шкварчит, шипит, но скоро начнет подгорать. Бульон. Все. Теперь, друзья мои, ничего не подгорит. И в таком виде оставляем тушиться. Ну, сейчас он начнет бурлить. Примерно на 25 минут. Ну, кто-то говорит 15, кто-то 30, в зависимости от кусков. Но, блин, вот этот бульон дает всю фишку. Но прежде чем закрывать все это дело крышкой, удостоверьтесь, что у вас никакой кусок мяса не прилипает к сковороде. Видите, у меня все шевелится. Все как бы плавает в бульончике, все зашибись. А если, например, вы так дергаете и какой-то кусок там прилип, то он, собственно, подгорит еще больше, если он там прилипший остался. Минимальный огонь. Ждем. Спустя 25 минут засыпаем, собственно, травы, которые свежие, и чеснок, для того, чтобы аромат разошелся, но остался свежим. Ну, все кипит, бурлит, все зашибись. Достаточно много зелени. Кинза, петрушка, немножко базилика и достаточно много чеснока, потому что я люблю чеснок. Так, замешиваем. После добавления свежей зелени и чеснока еще 5 минуточек покипятили, выключили и на 15 минут просто оставили. Просто оставили, пускай оно все там перемешается, размякнет. А подавать, друзья, можно практически с чем угодно. Овощи отлично, но с другой стороны, там и так есть томаты, там и так есть лучок, то есть овощей, тут вот этой овощной подливы хватает. Рис великолепно. Картофель вареный или пюре великолепно. Макароны, ну, ладно, с макаронами тоже зашибись. С гречей, с чем угодно. Это великолепная чохохбили с кучей подливки. Даже если у вас есть там рис или греча, и она такая сухая, отвратительная, да, вы можете полить подливкой и получить целую тарелку божественного блюда. Ну, а можно съесть просто так, например, с лавашом или там, я не знаю, просто с кусочком хлеба. Ну, само собой, большое количество подливки, супер мягкое мясо, которое распадается, без склизкой кожи, без костей.
без осколков костей. То есть просто можно нанизать кусок мяса любой абсолютно на вилку и просто съесть. Корочка есть на мясе, но при этом ничего из того, что я не фанат, ничего этого нету. Пробуем. 10 из 10. Это ресторанного уровня чохохбили. Пряная, нежная, сочная. Вкусы всего, то есть как понять, когда попал в рецептуру, когда попал в блюдо. Нет такого, что такой, сколько чеснока. Нет. Или типа, сколько хмели сунели. Нет. Или, сколько там, не знаю, кориандра. Нет. Это когда блюдо просто вкусное и все сочетается в одно. Вот это, собственно, оно. Я не знаю, нужен ли там шафран. Я не знаю, нужно ли там, значит, грецкие орехи вот эти вот класть. Это уж дело ваше, тут мои полномочия все. Я говорю, что я сделал для себя, как мне очень нравится. Вот. И при этом эта штука мега нажористая. Почему? Потому что она на бульоне, сваренном из всех этих костей. Но без них в блюде. И самое главное здесь, это, пожалуй, даже не мясо, а вот этот вот лучок. Это божественно. Один минус. Вот этот вот перчик, который, я подумал, последую примеру многих поваров с Ютуба, положу туда перчик, вот этот целый. Ничего он не дал. За полчаса он не дал ничего. Нужно было туда реально его нарезать мелко-мелко, как я обычно делаю. Я думаю, что вот такой целый положенный перчик может дать остроту, если от 2 часов и больше ты что-то тушишь. Но не в чохохбили, это все фигня полная. Друзья, это вот тот рецепт, который нравится мне. Который, вот для меня это просто божественное блюдо, которое стоит каждой минуты затраченного времени. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Там, колокольчик нажимайте, оставляйте комментарии. Насчет оригинальности, опять же, пожалуйста, не нужно ничего писать. Кушайте много, кушайте вкусно. С вами был славный дружа Обломов. Это офигенно. Четкий рецепт по ссылке в описании. Это офигенно.